вечерний утюг сразу сейчас. Давай что-нибудь. Давай. Друзья, привет. Ну, по картинке я в заблуждение вас вводил, по картинке, в смысле, по превьюшке. То, что у меня почему-то не получилось ее поменять экстренно на телефоне, ноутбука с собой я не взял. Да, гуляем сегодня по Вологде. В Вологде первый раз. Я в Вологде всегда только лишь транзитом бывал. Друзья, привет! Вы на канале Откройте Питер, меня зовут Роман. Сегодня прогулки по Вологде. Вологда. Вот, пойдем сейчас в сторону Кремля Вологодского. Внимание, работает Вологодский ОМОН, руки на капот. И вот эти все шуточки про окунье и вологодские кружева. Так, ну все. Я думаю, наверное, можно уже идти. Стартуем от вокзала. Это железнодорожный вокзал города Вологды. Вологда-1 или как-то так история называется. Не знаю, посмотрим. Возможно, есть какие-то еще автобусы у них отходят. Так, сейчас спросим у жены, как у нас пошла ли трансляция. YouTube не стартанул? YouTube нормально. А, ВК? Еще ВК было? Сейчас ВК еще проверим. А там просто на Рутюбе это, типа кнопки нажать старт. А там вообще появилась трансляция? Нет, не появилась. Беда. Так, друзья, кто у нас уже? Миру мир с нами. ВК, да. Игорь Точилин сошел. Миру мир. Так. И ВК у нас тоже стартанулась. Окей. Отличная солнечная погода. Вчера был снег. Вчера был дождь. Здание почты, видимо, Вологодской. Ну и мы сейчас движемся на улицу Мира. И по улице Мира должны будем оказаться прямо у Кремля, у стен Кремля. Обойдем Кремль, не знаю, по кругу удастся нам или нет. Зайдем внутрь на территорию Кремля. Ну, экспозиции, башни, стены, там уже по ситуации. Опять же, друзья, если вдруг кто-то из вас из Вологды и сейчас прямо на стриме, если уж если вы смотрите в записи, то не обессудьте. Надо было приходить на стрим, оказываться в нужное время в нужном месте. Так, Ирина, привет. Так, привет, Роман и все прогульщики. Вот, Чапаевск. Вот, друзья, вас привез из Питера в Вологду. Ну и вот походим, посмотрим. Нам с погодкой сегодня повезло, что солнечно. Не сильно тепло, но хотя бы руки с ушами не мерзнут, и на том спасибо. Ну, окей. Оценим степень готовности населения к блогерам, к камере, реакцию или антиреакцию на камеру, возгласы, что ты меня снимаешь, и вот это все. Так что, может быть, нарвемся на грубость. Или проявим, я не знаю. Галкинская, 107. Окей. И вот направо улица Мира. Налево уходит виадук автодорожный через железную дорогу. А нет, Мира это не это. Мира следующая у нас улочка. Здесь у нас Галкинская. Так что вот, если кто-то мысль-то не закончил, если вдруг кто-то из Вологды или с прогульщики, мои дорогие, обращаюсь к вам. Если кого-то из Вологды у нас не окажется, кто нам сможет помогать и говорить, типа, поверните туда, поверните сюда. Алкоголь сегодня не продают, да, это я об этом скажу. Уникальная область эксперимент. Про алкоголь сейчас выше скажем. Так вот, заходите на Яндекс.Карты или вдруг какой-нибудь путеводитель откройте, прогулки по Вологде или прогулка по Кремлю Вологодскому. И пишите прямо в чат. Поверни налево, поверни направо, у Третьей Березы
сделай полный оборот. Что-нибудь такое. Или подсказывайте, что у нас впереди окажется, ну, по ходу нашего движения. Потому что я еще раз говорю, я в Вологде абсолютно первый раз. Я ничего не знаю. Я ничего не готовился. Вот некоторые меня зрители, телезрителя в комментариях пишут, что надо готовиться. Это надо быть подготовленными на встречу со звездой, да, как Киркоров, вот вы в желтой, в этой розовой кофточке выйдете отсюда. Никто никуда выходить не собирается. Мы не подготовлены, мы встречаем Вологду такой, какая она есть. Вот. Были там экскурсии по Вологодскому Кремлю, я посмотрел, но проблемка лишь в том, что... Так, секунда. Не добавил громкости. Оп, если оповещения какие-то будут вдруг. Вот. Была экскурсия по Кремлю, но места на нее все закончились. Надо было сильно-сильно заранее. Слева у нас отель Вологда. Древнейший советский отель. Вот. Так, надо развернуться на 360 градусов. Ну вот да. Собственно, Вологодская область. Область-эксперимент. Здесь алкоголь разрешен, продажа и покупка только лишь с 12 часов дня до 14 часов дня. 2 часа в день торгуют алкоголем. Все. В выходные дни вроде бы как бы можно и весь день. Вроде бы. Но сегодня 1 мая, сегодня праздничный день. И сегодня алкоголь не продают априори. Рака-варвар. Ничего себе. Надо будет зайти за раками. Идем по улице Мира, и вот у нас в конце будет Кремль. Очень интересно, каков Кремль на вкус в Вологде. На вкус, на вид, вот это все. Потому что были мы уже в Великом Новгороде, были в Пскове. Там по Кремлям ходили. Это видео есть на канале. Также я был уже лично и в Нижнем Новгороде. Это, по-моему, без видосов. Так, успеем? Так, жена сказала, да, успеваем. Перейти дорогу на разрешающий зеленый. Так что сразу предупреждаю, многого от меня не ждите. Я вообще без подсказок. Я ничего не готовил, маршрутов не строил. Идем по Вологде, идем от железнодорожного вокзала в сторону Кремля. Какая-то у нас тут церквушка действующая. Смотрите, на доме там Hello из граффити наделали. Это церковь Николая Чудотворца на Глинках. На Глинках. Церковь Чудотворца Николая на Глинках. Видимо, здесь глина была, не знаю, может, глину добывали или еще что-нибудь. Не исключено. Немаловероятно. Вот какая-то ручейка. Я почему-то думал, что здесь в Вологде будет хоть чуть-чуть, но потеплее, чем в Питере. Здесь как-то будет позеленее, казалось мне, но нет, абсолютно точно так же, а может быть даже в каких-то моментах природа слегка отстает от петербургской. Но хотя вот Вологда чуть-чуть, но поюжнее географически. Слегка. Но вот желтая справа математика у нас уже присутствует. А на поезде при подъезде к Вологде, конечно, были прям в лесу сугробы еще. Ну что, нет желающих быть нашим
куратором, подсказчиком. Как в машине-то кто там справа сидит? Штурманом. Штурманом никто не хочет быть. Хотя вот я уже вижу впереди дорожный знак, который носит информационный характер для туристов. Вот на коричневом фоне что-то написано, там впереди, сейчас подойдем поближе. Добрый день всем, Татьяна, добрый. Не смотрите на картинку, на превьюшку к видео. Мы сегодня в Вологде. Идем к Кремлю и погуляем вокруг Кремля. Посмотрим, в каком он замечательном или нет состоянии. Что там есть, вообще ни разу не был. Даже не смотрел, но вот сайт музея Вологодского Кремля, в принципе, очень хорошо наполнен, очень много информации. Такой живой. Очень много выставок. Есть информация. В Москве льет дождь весь день. Пермяк, соленые уши, привет, Александр. 200 рублей. Так, смотрим. Достопримечательность. Вологодский троллейбус. Старенький. У нас в Питере уже, по-моему, таких и не осталось, наверное. О, слева там городские кафе на Глинках. Тоже на Глинках. Видимо, какой-то район такой исторический. И вологодские сувениры. Магазинчик. Ну вот сейчас идем вдоль речки. Не побоюсь сказать, говнетечки. Видимо. Ну, по цвету воды. Не обижайтесь, вологжане. Сейчас оскорбишь чувство веры. Вологжан. В защиту свою я скажу таким образом, что уже куплена коробка масла вологодского, поэтому я искупил вину заранее рублем. Ой, смотрите, какая слева у нас интересная социалистическая постройка, средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. Видите, уже не пишут каких предметов, просто отдельных. Да, пожалеем москвичей, бедолаги, дождь у них, но ничего. Все хорошо. О! Итак, встречаем первые вологодские кружева. Я сейчас даже подойду к этой стене. Вот. Вологодские кружева. Пусть пока только в рисунке, но... Так, речка Золотуха. Угу. Я тут так немножко обскорбил кого-то, да? Динамо. 1926 год, а питерский «Зенит» 1925 год. Кстати, в этом году Санкт-Петербургский «Зенит» отмечает 100 лет. Очень масштабно, вроде как, планируется мероприятие. Да, вроде в Вологодском Кремле даже есть отдельный музей, посвященный вологодским кружевам. В музей по понятным причинам мы сегодня врываться не будем. Может быть и поздновато, или еще чего-то. У меня еще завтра есть день по музеям. Если получится, или после стрима, или я завтра что-нибудь организую. Тут еще есть недалеко от Вологды, я так понимаю, музей деревянного зодчества под открытым небом. Что-то вот какая-то деревушка недалеко, минут 10 на автобусике ехать или на машине. Ирина, добрый день, да, добрый. Речка Золотуха подсказывают. Я читаю. Так, тут нас встречает танк. Скорее всего, КВ-85, что-нибудь из этой серии. Сейчас подойдем поближе, могу ошибаться. Очень похожий танк стоит в Автово, у речки Красненькой. Танк Т-34. Тут вопрос к башне. Вот тут табличка, что танк Т-34. Остановки стоимостью в 2 миллиона. Ничего себе. Что-то на 2-то не выглядели. База-то может быть от Т-34, а весь вопрос к башне и к орудию. Как будто бы 85-миллиметровые. В честь боевого и трудового подвига волгожан в Великой Отечественной
войне. Свежие гвоздики. Ну, сейчас следующую остановку будем проходить. Я, конечно, сделаю обзор небольшой на те же 2 миллиона. Блин, проговорился про табличку, а сам ее не прочитал для экскурсии. Ну что ж, ничего. Но я думаю, там таблички как раз направляют в сторону Кремля. Так, да. Семенково, красивый музей под открытым небом. Вот, возможно, есть такое в планах желание. Есть такое в планах, есть такое желание завтра туда скататься. Говорят, умные остановки, да, говорят? Ну, сейчас посмотрим. Софийский собор впереди. Я так понимаю, Софийский собор у нас на территории Кремля. Конечно, соответственно, мы его посмотрим. Поглядим, посмотрим. Я так понимаю, весь центр Вологды — это творение советских архитекторов и строителей. Уже ближе к окраинам современные ЖК строятся. Но вот какой-то такой прям историчности, ну, пока мы не прошли. По крайней мере, здесь, на улице Мира, ее пока нет. До Кремля 800 метров. Я вот уже вижу и купола, и вот видите, тут желтая луковичка появилась. А нам все прямо. Вот улица Мира поворачивает чуть правее. Наверное, это вот белое впереди здание — это какая-нибудь администрация. Или области, или города. Может даже области. Не знаю. Вот, но мы все равно пойдем прямо. Мир, труд, май, друзья, кстати. Кто еще это помнит, кто ходил на демонстрации, всем привет. Так, что здесь? Здесь мы перейдем сразу дорогу. Что-то Вологодская областная картинная галерея. Вот впереди, нифига, это не администрация. Хотя все об этом говорило. Но нет флагов, кстати. И гербов. Кирилл Попов, с почином вас, получается, раз первый раз слышите. Расширяем географию нашего присутствия. Опа! Впереди стоят самокаты. В Вологде, значит, тоже вот этот кик-шеринговые сервисы присутствуют. Видимо, это юрент от оператора сотовой связи. Да. Смотрите, снег еще в теневой стороне лежит. Ой, впереди там по улице какое-то одноэтажное здание. Старенькое. Хау. Я тебя сейчас знаю. Все, кто вдруг нечаянно впервые на канале... О, подойдем к лосю. Впервые на канале, подписывайтесь. Все, кто старенький, но забыл, прошу поставить лайк. Для вас это не больно, для меня приятно.
Всем привет! Где гуляем? Мы гуляем сегодня в Вологде. Вологда. Вологодские кружева, Вологодский ОМОН, руки на капот, масло, кружева. Что еще? Какие ассоциации у вас возникают с этим старинным российским городом? А город действительно старинен. Сам, скорее всего, Иван Грозный. Но если уж не бывал, то распоряжался здесь какие-то производства учинять. Так, Мария залетела к нам на стрим из Монако, да, или, если не ошибаюсь, лось, да, лось. Не знаю, какое тут отношение лось к Вологде, но пусть будет. Флаги уже и к 9 мая висят, краснознаменные, фронтовые, копии, реплики. Там не задувает? Буша не задувает? Нет. Роман, с 1 мая поздравляю. Ну, меня там мало поздравлять, поздравляйте более старшее поколение. Но в целом мир, труд, май, идеология праздника утрачена, новая никакая идеология не замещена. Вот тут домик какой-то, видимо, дореволюционный, начало, возможно, 20 века, кирпичный. Кофе X. Первая кофейня, по-моему, которую мы сейчас видим на своем пути от вокзала. Идем от железнодорожного вокзала в сторону Кремля Вологодского. По улице Мира шли. Сейчас вот я даже не знаю, на какую улочку мы привернули. Ну, забавное кафе. Так, Анастасия, вы, я так понимаю, с Волги, нет? Или у вас эти лоси водятся где у вас? Судя по тому, что Ан-Шалам знает о запрете, она или он с Вологды. Да, Ан-Шалам. Вы как, с Вологды? Нет? Да нет. О, тут какая-то вот направо улочка, как будто пешеходная, я не знаю. Ну, возможно, зайдем, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, у первого электрического фонарного столба 1904 года, что у Красного моста через Вологду, стоит собачка. Пойдемте посмотрим на собаку. Видите, а как нам эту собаку найти? Там на карте нет ничего. Сейчас погуглим первый фонарный столб. Анастасия с Вологды. Вот. У меня в самом начале стрима было такое вот обращение, и, возможно, вы меня поддержите. Я в Вологде первый раз. Я вообще не знаю, что здесь, как здесь. Я вот сейчас просто иду от железнодорожного вокзала по улице Мира вот в сторону Кремля. Если есть такая возможность и желание, пишите в чате, корректируйте, подсказывайте, что сейчас будет то-то, слева вон то-то. Или пойдите лучше туда, или сюда. Не знаю. Городской рынок справа у нас. Видимо, еще с советских времен. А может быть, и до революции здесь был какой-нибудь рынок, торжище. Гостиные дворы, может, были. Кирилл, фу, какую бяку вы спрашиваете? Слишком лично, по-моему, нет? Кто и в какие части с лосем? Так, здесь какая-то справа у нас реставрация старого здания тоже.
улица Батюшкова. Тут Вологодский филиал Ярославский государственный медицинский университет. Медицинский университет. Университет Ярославский. Так, здесь... мы вон там перейдем. Так, тут слева какой-то дом КН Батюшкова. Вот, да. Ну вот, видимо, дом-то Батюшкова, а вот тут даже написано, что в этом доме жил и скончался 7 июля 1855 года Константин Николаевич Батюшков. И, видимо, эта улица его именем названа. Но в этом здании находится филиал Ярославского медицинского института. Что там было написано? В общем, как-то так. И все, вот, мы уже у Кремля. Нас встречает, конечно, Кремль, затянутый зеленой сеткой. Ой, бежим. Выходной день, люди гуляют. Тут какая-то девочка с собачкой, не знаю. Так, у меня тогда вопрос, кому известно, платный или бесплатный вход на территорию Кремля. Так, давайте по правой стороне пойдем. А нет, там что-то перерыто все. Схема эвакуации зачем-то. Ладно. На площади впереди как раз будет памятник Батюшкову с его конем. Так, это, наверное, мы уже пробежали. Эта собака находится возле губернаторского дома на набережной. Вся проблема в том, что я не знаю даже, где губернаторский дом находится. Видите? Тут надо карту открывать. Добро. Ты открой карту. Зачем ты тут? Зачем тебя слушать, понимаю. Ты же и тут слышишь. Так, сейчас я карту гляну. Вот, там, да, там есть какой-то впереди по ходу нашего движения памятник Батюшкову. Смотровая площадка. А мост вот здесь. А где фонарь? Ладно, как-нибудь разберемся. Ага, чуть не убил меня, боец. Аккуратней. По левую руку за этим забором у нас как раз Кремль. Не знаю, зачем забор, не знаю, что тут делают. Что-то все улучшат. Фонарь рядом со смотровой площадкой. Ну все, значит, крокодил мы все найдем. О, вологодские кружева. Сейчас подойдем. Вторые, да. Сейчас тут лавочка в виде вологодских кружевов вместе с коклюшками, с помощью которых кружева-то у нас и делаются. Так, Николай Ефимов, доброго дня, привет. Неожиданно в Вологде, да, в Вологде. Вход бесплатный, отлично, потому что, по-моему, на территорию Псковского Кремля, там надо было денежку какую-то платить. Здесь чего? Здесь береста, сувениры, вот написано, дом сувениров и подарков, изделия народных промыслов, лен, кружево, северная чернь, береста, сувениры, лен, ткани. Вот. А я что хочу? Я вот эту лавочку хочу замечательную для вас как-то показать, если мне это дадут сделать. Собственно, вот, вологодские кружева, коклюшечки, вот они сами, с помощью которых кружева вяжутся на такой, как бы, мягкой подушке. Ну и вот, кто любил на телевизор кружева, у кого бабушка кружева эти все на телевизор
накрывала. Памятник композитору Гаврилину. Гаврилин? Who is Гаврилин? Видимо, композитор, который жил в Вологде. Так, еще читаем, что ансамбль зданий банк Флигельбанка. Банк, видимо, тоже дореволюционный, вологодский. А сколько, интересно, стоят сейчас их кружева? Окей, крокодил, сейчас давайте зайдем. Давайте зайдем. Ну, мы можем, я сейчас зайду и наткнусь на хейт. Сейчас зайдем в магазин. Узнаем стоимость кружавчиков. Сувениры из Вологды. Ну, давайте, какую-нибудь салфеточку посмотрим, сколько стоит. Я думаю, тут дом-то деревянный, связь у нас не должна будет пропасть. Дом сувениров и подарков. Ой, хорошо. Опа, ничего себе, опасный ты. Так, кружева, ищем кружева. О, вологодские кружева. А сколько кружева стоит? Салфеточка какая-нибудь. Вот такие небольшие. От 1000 выше. От 1000 и выше. Хорошо. Ну вот, снежинки наши. Хочешь такой воротничок? Надо вернуться на несколько десятков Вот, назад. вот небольшой воротничочек, я вижу какой-то 2000, 3000. Ангелочки по 1802. Ангелочки 1802. Интересно, сколько по времени их плести? Да, интересно. Спасибо. Опа, даже продается набор юной вышивальщицы. Пожалуйста, вот она, эта мягкая подушечка и коклюшечки, и понеслась. Все, не будем больше испытывать терпение. Вот, кто хочет такую рубаху, пожалуйста. Здесь, наверное, можно из льна. Так, крокодил. У меня бабушка накрывала телевизор просто подушкой этими кружевами. Но только не знаю, вологодские они или нет. Красота. Так, что-то я остановлюсь, прочитаю. Гаврилин, выдающийся русский композитор, жил в детстве в Вологодской области. Красота, ну и цены. Всем привет. Да. Цены, ну и... Это кто у нас? Это южная стена. Ну, южная стена, а... Ну, вот это, вот она. Воскресенский собор. Воскресенский собор. На Кремлевской площади. А, да, мы находимся с вами на Кремлевской площади, получается. Южная стена. Так? Так. Это храм Александра Невского. Угу. Храм Александра Невского. Такой небольшой, но, видимо, старенький. Но, опять же, вот прямо в стиле, как будто бы в стиле уже московской или санкт-петербургской. Ну, точно не псковская история, потому что колокольня уже в виде башенки. Памятник тому самому Батюшкову. Да, вот вы говорили про памятник Батюшкову или Батюшкову. Ручная работа дешевой быть не может. Александр справедливо согласен. Так, сначала давайте к этому памятнику Батюшкову подойдем. А это слева кто у нас? С такой высоченной колокольней. Софийский собор. Вот он сам Софийский собор. В Софийский собор надо покупать отдельный билет. А это как будто Крестово-Дзержинская церковь. Угу. Вот она. Колокольня Софийского собора. Вот. А Крестово-Дзержинская церковь, вот она.
очень, слушайте, не странные, просто разного времени постройки. И, соответственно, архитектура, там, например, данного здания абсолютно и кардинально отличается от вот старорусской, древнерусской, что ли, истории. Николай вам везет, а в Москве льет. Так, рабочая... Ага, так. Хотя это ручной труд, может, и должны такие цены. Уличные музыканты даже в Вологде есть. Так точно. Даже. А, вот она как раз и смотровая площадка у нас. Мы уже... Река Вологда? Да. Река Вологда. От благодарных потомков. Ну, видимо, данный персонаж очень многое сделал для города. Что его здесь так, что ли, почти чтят. И благодарные потомки памятники ставят. Так, теперь осталось найти фонарный. Первый фонарь 1904 года. Где же моя темноглазая где? В Вологде где? В Вологде где? В доме, где резной палисад, да. Ну, если мы где-то пройдем, я, конечно, остановлюсь и буду показывать резной палисад. Ну, сейчас у нас план капкан — это попасть на территорию Кремля. Так, тут про фонарь ничего нигде на карте нету? Не нашла. Так, друзья, подсказывайте, где, да, и Софийский собор времен Ивана Грозного. А это у нас получается 16 век. Подсказывайте, где фонарь самый первый. Анастасия, к вам просьба направить меня. Вот фонарь. Ой, фонарь далеко. Вот, да, красный мост пешеходный через Вологду. Ну, это может быть тогда в конце уж, друзья. Тут сейчас нам туда-сюда далеко ходить, вообще не близко. Мост через Вологду. Там пешеходный мост, он далеко отсюда. Может быть, тогда, когда мы уже обойдем Кремль и по Кремлю погуляем, возможно, сможем дойти до туда. Ну и тогда это будет какая-то финалочка у нас сегодняшней прогулки. Здесь, в Вологде. Дай карту. Если мы сейчас здесь зайдем, внутри очень много всяких корпусов. Внутри Кремля. Такое ощущение, что здесь только всего, ну, грубо говоря, Кремль как будто не закольцован стенами крепостными. Если есть желание, возможность и еще что-нибудь, вдохновение, напоминаю про донаты. Так, как правильно это называются, эти полотенца? От слова рука что-то. Забыл. Ручники, да, даже, кстати, эти. Красные, блин, кони, лишуконские или как, друзья, как правильно называется? Кто с Архангельска? Напоминайте мне. Так, колокольня Софийского собора на 1869-70-е года. Краеведческий музей. Построена по проекту архитектора Шильдкнехта
на месте шатровой колокольни 1659 года. Высота 78,5 метров. На площадке звонов сохранилась колокола 16-19 веков. Александр М. Спасибо. Рушники, да. Так, в 1871 году установлены часы фирмы братьев Бутенноп. Собственно, да. Я так понимаю, все-таки Софийский собор не перестраивался, а колокольню-то уже, конечно, переделали. 78,5 метров. Окей. Видим экскурсионные группы. Так что первый каменный храм города. Это я послушал только что. Историко-архитектурный художественный музей-заповедник. Заходим вовнутрь. Вовнутря. Идем к указателям, целеуказателям, и около него наведемся на что-нибудь. Мы тут вокруг-то и не обойдем. Пост охраны, но это что-то старое. Консисторский двор, экскурсионный отдел, экспозиция отдела истории, экспозиция отдела природы. И тут что-то потерялось. Так, конечно, в отличие от тех же псковских Кремлей и великоновгородских, ступени здесь деревянные. Там же вот они были каменные. Вообще можно было, насколько я понимаю по карте, между этими зданиями вокруг это все обойти, вот эти корпуса. Но сейчас везде заборы. Это меня, конечно, сильно печалит, но с другой стороны реставрация идет, соответственно, идет улучшение. Николай Ефимов, спасибо. Карету мне, карету. Наталья, добрый день, добрый, да, рушник, сами жена мне подсказала. Рушники. Последний раз я видел в применении и в использовании это только как какой-то ритуальный предмет на свадьбе. На рушнике выносили каравай молодым. Вот больше-то рушники-то уже и нигде и не встретишь. Так, вы хотели их есть у меня. Сейчас подойдем. Про резной палисад вспоминали, да? Так, касса с 10 до 17:30 работает. Приглашаем посетить Вологодский Кремль. Конечно, постараемся посетить, когда непонятно. Вот идем к этому деревянному невысокому домишке. И резной палисад. Но опять же, резными палисадами ни одна Вологда знаменита. Это и нижегородская традиция украшать дома, окна, вокруг окон резным палисадом. Не знаю, что написано, но я так понимаю, под резной палисад подпадают у нас вот эти все истории резные. Не такое, конечно, вычурно классное, как вот я видел в Нижнем Новгороде, но стиль имеет, как говорится. Видите, все в орнаментах. Ну, будем встречать, я буду подходить. Может быть, найдем и что-то более выдающееся. Конечно, каждый Кремль сам по себе уникален. Нет единообразия. В Нижнем Новгороде на территории Кремля находятся административные здания города, то есть и советские постройки, то есть он громаднейший сам по площади. Здесь у нас проходим, кстати, красиво, и чем ближе мы подошли, вот увидели цветастые стены выкрашенные, а это корпус Иосифовский, 1764-69 года, построен в стиле барокко, елизаветинской эпохи,
17-19 века. Здесь находилась... Так, прочитаю. Так, Клавдий Октавианович, 300 рублей за проезд. Где? В Вологде. Так, здесь находились парадные залы архиепископов. В здании сохранились изразцовые и кафельные печи 18 века. Это я вот читаю эту замечательную табличку. Это вы не думайте, что я тут все помню. Ничего не помню, ничего не знаю. И еще очень похоже, что вот эти все кирпичики как будто нарисованы. Потому что есть места, где краска подстерлась, и там никакого объема не видно. Так, жена у меня сходила, что-то проведала. Что там? Музей. Музей. Тетушки, которые деньги принимают. Ну, это и есть музей сам Кремль или нет? Да, я так Экспозиция Вологодского Кремля на майские праздники. У них на сайте есть та же самая афиша. И вот каждый день экскурсии. И на сайте у них ссылка на покупку билета дистанционно, то есть электронно. И вот я что-то попытался, и мне все сказали, что местов нету. Ну давайте заглянем просто чисто так, чтобы... Ух ты, бог ты, вот эта лесенка. Просто заглянем посмотреть. На кассу по кассу узнаем, сколько по стоимости. Туалет 30 рублей. Ага. Так, вот, узнаем сейчас цену на билеты. Взрослые 300. А скажите, пожалуйста, а это и есть сам Вологодский Кремль, или это... То есть, если... Все, понял. Понял. Музейная часть, да. Вот. Ой. Что-то хотел спросить, меня жена сбила. Все остальное на реставрации, только мы остались пока. Из музейных. Да. Понял. А то, что там на сайте... Колокольня и Софийский собор работают с 11 до полтретьего. Афиша, то, что висит на входе, Так. там вот сегодня в 3 часа была какая-то экскурсия. «Секреты Кремля», что ли, называется, или как-то так. В 2 часа, наверное, в Софийском соборе. Нет, в Софийском там отдельное, и по... Ну, это на завтра, значит, там висит. И я через сайт попытался купить, и мне сказали, местов нет. Это значит, то есть и через вас уже и не купить, значит. Всё, Завтра понял. там несколько билетов. Вот завтра на 3 часа там есть. Ну, точнее, по афише. А купить уже нельзя. Значит, кончились. Ну ладно. Можно еще билетик на школу? А аудиогид есть? Или так, сам ходишь, сам смотришь и все? Аудиогид по территории Кремля. Это А здесь по- нет? По улице здесь нет. Здесь самостоятельно. А с аудиогидом на улице сколько стоит? 300 рублей по территории Кремля. О, Аудиогид. нормально. Ладно, спасибо. Так, ладненько. Так, тут начало осмотра гардероб, туалеты. Туда вниз надо спускаться. Так, пассат — это французское слово забор, палисад. Ну вот, опять же, я говорю то, что я, как я это воспринимаю. Ладненько, тут я пока ничего врываться не буду. Вот, по Кремлю, наверное, я погуляю уже завтра. Или после нашего с вами стрима. Жена сказала, иди, я тебя догоню. Так что я иду. С Питера идет фирменный поезд СПБ «Вологда». С Ладожского вокзала, да, и называется «Белые ночи». Фирменный поезд «Белые ночи». Я на нем-то и приехал, по большому счету. Что, там бесплатно или платно? Ой, да, я скажу. Тут уже не зайдешь. Ну, я вокруг оббегу. Я с позволения с вами тут постою.
метеориты здесь местные. Непонятные. Повторюсь, наверное, для тех, кто не слышал или, возможно, было плохо слышно. Так, Наталья, отлично, надо будет сгонять. Стоимость билета в плацкарте что-то 3 400 или там 3 300. Фирменный поезд. Ну и плацкарт. Да, купе будет подороже. Вот, и в купе будет, скорее всего, даже с питанием. Что мне сказала на кассе здесь женщина в Кремле? Да, вот музей Вологодский Кремль — это вот это здание. Всего лишь. Все остальные музеи на реставрации, сказала она мне. Есть экскурсия по территории Кремля с аудиогидом. Стоимость, что посещение музея Вологодского Кремля, что аудиогид 300 рублей. 2 раза по 300, получается 600 рублей, и вы все знаете про Вологодский Кремль. Через Тихвин идет. Ну, возможно, да. Хорошо, хорошо. Там сразу рубрика «Что я знаю про туалеты». В Вологодском Кремле в самом музее есть туалет. Там хоть написано, что только для владельцев билета. Но можно и так, как мы только что выяснили. Ой, ветер, ветер, ты могуч. Ну, я все-таки полагаю, что в Софийском соборе тоже должно какая-то музейная история быть. Не знаю, через Тихвин идет или нет, но там остановки-то какие-то были, такие минут на 10, на 15. Самая длинная в Бабаево, по-моему, в 3 ночи там перецепляли. Красивые остатки росписи. Так, идем смотреть фрески. Фрески, возможно, в советское время были нещадно закрашены масляной краской. Но вот здесь есть следы отлупания этой краски. И фрески начинают быть нам доступны. А возможно, и это остатки фресок. Сейчас мы узнаем. Опачки. Короче, судя по переходу, это остатки фресок. То есть все остальное это утраты. Это все, что осталось от фрески на южном входе в Софийский собор. Однако это же неспроста, как говорится. Ну все, идем гулять по территории Кремля, значит, посмотрим, как тут, что тут. И дальше пройдемся по набережной реки Волги. Ой, как Волги, Вологды. Вот это я оговорился, конечно. Сувенирки какие-то продаются, пожалуйста. Да. Вот это уже на псковщину похоже, конечно. По крайней мере, стиль тех лет. Какой ракурс шикарный, да? Как-то вот мне все последние годы везет вот на это все, ну, в кавычках везет, на все эти реставрационные работы. Когда я даже в Нижний Новгород приехал, там готовились к 800-летию Нижнего Новгорода, и тоже весь Кремль был как будто бы взорван, перекопан. Но там было прикольно, можно было подняться на стены Кремля, на крепостные стены, и по ним пройтись. В Пскове тоже такая возможность была. Вот здесь, в Вологде, как будто нет. Шаламовский дом. Все это Вологодская областная картинная галерея. Ну и вот, да, ну и вот на территории, видимо, как раз есть QR-код, и что-то кто-то вам расскажет про этот Шаламовский дом. О, наконец-то карта. Вот почему мне эту карту не поставили в начале? Из которой мы можем как-то, ну, надеюсь, понять, где мы. Можешь понять, где мы? Странно.
Странно, что на этой карте нет, типа, вы здесь. Ну смотри, Шаламовский дом, цифра 1. Ищи цифру Ну, вон 1. она, цифра 1, вон она. Здесь. То есть мы где-то вот здесь вот наверху с вами. Так, что вы пишете? Молочку пока не пробовали мест. Пробовал молочку. Уже и масло коробку купил. Так, впереди дом Шаламова. Вот мы напротив него и стоим. Так, Секрет Дэн. Привет, Роман. Рад видеть вас в нашем городе. Вот еще один вологжанин у нас с нами. Так, а мы к вам на 9 мая поедем опять. Сегодня повезло с погодой, холодновато. Да, вчера снег был. Я, конечно, расстраивался, когда подъезжал к Вологде. Погода похожа на питерскую. Так, просто Вера, чатику большой привет. Роман, добрый день, привет, просто Вера. Анастасия, волна, памятник букве О. А это где? Там в парке. Памятник букве О, где-то впереди, Вот, да? Прям перед нами. Может, через весь газон пойти. Иду по газону к букве О. Вологодский ОМОН. 10-й раз повторю сегодня, а вот она, буква О. Ну, это не то чтобы мем, но это устойчивая, как это называется-то, стереотип, устойчивый стереотип о вологжанах, да, вологдогородцах, хотел сказать. Вот жена идет в букву О. Передает всем пламенный привет. Так, и пусть, давайте, я тоже на фоне буквы О таки окажусь. Ура! Вот оно. Вообще с буквой О история-то чтобы веселая, но это же не только Вологда. В принципе, весь север у нас плюс-минус окает. И мой родной Поморский край, опять же, Поморье, никаких А, одно только О, все окали. Еще и окончание съедали. Так что давайте-ка я сегодня буду окать и никаких акать. Будем говорить по-вологодски. Что у нас впереди? Так, стойте, у нас так. Сработались жанровая скульптура, маслодел, скамейкой посидим, поокаем. Это обязательно, конечно. Вологодский музей детства. 2 пруда. Есть Овсянкинский мост. Точнее, получается, пруд-1. И смотровая площадка. Окей. Интересно, набережная с противоположной стороны. Там тоже какой-то собор. Сейчас я перестроюсь, это буквально 15 минут, и я буду окать как местный. С работы пришел, а тут вы. Кто ж 1 мая-то работает? Прям на ветке. Вижу, но это дрозд. У нас тут дрозды прилетели. Тут на ветке он болтается, сидит. Мелковат. Так, у нас красиво очень летом и зимой. Урал тоже окает. Опа! Так что по одному говору-то не особо-то и определишь, получаться. Кремлевский парк. На граффити изображено. Сейчас пройдемся пока здесь по набережной. О, это сработались? Да. Это сработались. Сейчас первое время буду коряво окать, но потом поедет. Есть такие сказки Писахова. Вот у него есть сказка про мужика и медведя. Вряд ли это про конкретно эту фигуру жанровую. Но там тоже про вершки и корешки сказка называлась. Окают, наверное, только коренные жители. Как и в Москве акают москвичи. Ну, тут начинаешь подстраиваться, и в той среде, в которой ты живешь, там ты как бы начинаешь говорить. Юг наш гыкает. Вся вот ростовская история. Москва акает,
Север окает. Маслодел, да? Маслодел тут у нас вот памятник. Что у него в руках? А, он маслице себе на бутер намазывает. А тут, видимо, у него бочонок с маслом. Ну, хочется в это верить. Вот я ляпнул-то. Так, тут у нас покушать можно, перекусить. Какие-то хот-доги неправославные, неправоверные. И речушка. Что за речушка? Ну, это-то Вологда, а вот это что совпадает? Пропустил, говорю, посидим поокаем. Опа, скамейка. Посидим поокаем. Дорогие мои сопрогульщики. Лавка «Посидим поокаем». В каждом регионе свой говор. Конечно. Благо хоть язык-то один. А говоры, конечно. Да даже, слушайте, моя родная... Что-то не могу без слез говорить. Архангельская область. Район району рознь. Область, губерния Архангельская громадная. И, соответственно, даже в разных районах свой был говор, диалект. Ну что, посидели, поокали. Гурмонь тут. Видите, тут еще оказывается какая-то гурмонь и тетрадь. Как будто с берестой. Корешки, корешки. Я да, это сам вспомнил. Окей. Так, тут надо подумать, куда идут. Вон там какая-то лестница. Кто-то откуда-то спускаться, поднимается. Нам лучше вроде по той стороне. По той? Тут просто прудик будет. А что за смотровая площадка? Музей. Не будем подниматься? Ну, звучит как кардиотренировка, ну давай. Идемте кардио. Жена говорит, кардио надо сделать. Точнее, она-то не хочет. Но мы на смотровую поднимемся. Смотрите, тут у нас сочетание снега и каких-то первоцветов. Не знаю, что за первоцветы. Какие-то неведомые, незнакомые мне. Так. Вологодская гармошка на скамейке. Ну, возможно, и гурмонь. Да, кто помнит, была такая передача «Играй гурмонь». Вот, видимо, там вологодские гурмонисты там присутствовали нередко. Фух. Какая-то смотровая площадка. Возможно, это был часть оборонительного вала. И эти пруды — это тоже одно из фортификационных сооружений Вологодского Кремля. Хочется в это верить. Как минимум. Вот внизу идет небольшая группа людей, видимо, с лицензированным экскурсоводом. Но я с вами уж так просто прогуливаюсь. Никаких лицензий, никаких званий, регалий экскурсовода не имею. Так, ТВ Граппе. Первоцвет похож на живучку. А почему живучка? Кто знает, что за живучка? Так, мы там прошли. Сейчас немножко я вернусь. Какая-то часовенка. Сделаем петлю времени. Ну еще одна экскурсия. Ладно, туда не пойдем. Пойдем туда. Подковы. Ой, ты будь здоров. Видите, впереди у нас подковы.
Да, через вот ребята мост. могут идти прямо, где оранжевый. Ну, мы- Овсяница, кстати говоря, понял? Как? Овсяниковский мост. Ну, Овсянниковский пруд, по всей видимости, и Овсянниковский мост. Смотрите-ка, здесь на территории Кремля присутствуют еще развлечения для совсем маленькой аудитории. Давайте я насквозь это пройду, все-таки до стен, до собора. Как-то хочется все-таки какой-то архитектуру увидеть, а не просто вот это вот современное прочтение непонятно. Так, ой, музыка, авторские права, ой-ой-ой. Так, вот этого я не ожидал и не надеялся и не верил. Я даже думать об этом и не хотел, что здесь на территории Кремля вот такая, ну уж извините, но мне кажется, это порнография. Ну нельзя это так вот здесь делать в исторических объемах, такие вещи исполнять. А к стенам-то мы не подойдем. Слушайте, я не знаю, я крепостных стен толком не вижу. Я сейчас подойду вот к одной из башен хотя бы. Сейчас меня жена догонит. Мы у нее спросим, что это за башня такая, как она называлась. Может, что-то подскажет. Так, заставка, прогулка по СПБ. Ну, Александр, тут у меня с заставкой был, я вначале объяснял, косяк. Я с телефона не смог изменить заставку, ибо я применил настройки прошлого стрима. Заставку я поменяю, как у нас стрим закончится. У меня просто с собой нет ноутбука, а с телефона почему-то мне не давало это делать. Интересная прогулка такая здесь, каталка для детей. Ну, виднеется часть крепостной стены, хотя бы здесь. Я ее включила. Выключи. Так, еще бы колесо обозрения поставили, да. Так, напоминает Переславль-Залесский, вот только Рестовра. Так, живучка ползучая, но сильно быстро показали. Удивительно, как мало зелени еще в вашей местности. Местность не наша. Так, и жена где-то тоже пропала, вон. Хочу узнать, что за башня. Сейчас, не знаю, жена скажет или нет. Так, ну еще раз, быстро, не быстро, но показываю, что за первоцвет местный. Я такой никогда не видал, не знаю. За желтые даже, за эти лютики не спрашиваю, но, по крайней мере, очень похожи. А вот эти фиолетовые непонятно. У нас в Вологде капитальный ремонт идет еще везде. Окей. Ну, опять же, говорю, что это вот у каждой монеты есть две стороны. Плохо, что нам сейчас не удастся это все дело пощупать, потрогать во всей красоте, которая она могла бы быть, да. А с другой стороны, я очень радуюсь, что реставрация происходит и только улучшается, или, по крайней мере, сохранность Кремля хохлатка. Николай Ефимов подсказывает, что это хохлатка. Да, видите, березы еще не распустились. Даже здесь почему-то почек березовых этих и не видно. Жена моя, что за башня у нас? Что за башня? Что за башня? Так, это стены с угловой башней. Спасибо. Северная и западная стены с угловой башней. Никакого имени у башни отдельного не наблюдается. Внутри у нас Иринеевский корпус, Симоновский корпус. И вот торчит вот это двухэтажное здание. Не здание, а из стены двухэтажный дом. Консисторский корпус. Ух ты, если не вычитать. И, соответственно, за ним уже будет северо-восточная башня. Кремль какой-то у нас угловато непонятный
получается, и вообще небольшой. И из-за забора мы не смогли обойти. Хотя да, ну и все. Здесь в стене есть место под державу. Если у кого-то есть держава и ее некуда поставить, то в Вологде все предусмотрели. Пожалуйста, приходите, ставите свою державу, достаете скипетр и все. Дальше моя фантазия на этом закончена. Ну, в принципе, даже можно 2 державы с собой взять. Стены, ну, не очень высокие. Ну, думаю, в то время достаточно было. Виден какой-то свод. Не знаю, были здесь ворота или не были. Возможно, было окно. О, еще одна держава. А здесь, видимо, для какой-то фляжечки. О, нет, смотрите-ка. У нас тут... Опа, я почти влез. Так, не фокусируется. Да, не фокусируется. Там реставрация идет внутри. Материалы какие-то строительные. Стоят контрфорсы, держат стену. Ну да ладно. Так, здравствуйте, люди добрые. Добрый день, чат, Роман. Как здорово, что вы все в Вологде. Все вы, мы. Прекрасный город. Сакуры нет у нас. Я картинку поменяю. Вы извините, картинка это с прошлого стрима. Картинку поменяем. Надеюсь, до Выборга тоже руки дойдут. Завтра туда еду. Всем добрым людям добрый день. С праздником. Мир, труд, май, друзья. Это, наверное, бойницы для орудий. Ну, вряд ли. Ну, вот это, вот сверху, наверное, бойницы. Но с другой стороны, дорогие вологодцы, подвергалась ли Вологда нападению иродов заморских? Доходили ли до Вологды полчища тугаринские, татарские? У меня такое ощущение, что оборонительной функции Вологда никогда и не несла, ну, не исполняла. Ну, опять же, мое сугубо личное, непрофессиональное и не знающее мнение. Там слева от карусельки есть остатки как будто бы башни, и про них нигде ничего не написано. Сейчас найдем, пойдем посмотрим. Вот, карусель. Может, нас наши зрители из Вологды подскажут нам. Так, читаю, подождите. Николай Ефремов, приветствую. В Москве вселенский потоп, скоро уплывем, так льет. Угу. Ладно, тут свои разговорчики. У Пушкина русалка на ветвях висела, а здесь избушка на курьих ножках, но почему-то на каком-то стволе сидит. Вон те? Да. Сейчас подойдем. Непонятно. Вот, друзья, подскажите, кто знает, если вдруг знаете, что за остатки основания какой-то башни, как будто бы. Вот жена сказала, что на карте нет ничего такого. Так, 22 сентября 1612 года Вологда подверглась нападению отрядов, состоящих из литовцев и казаков под командованием польских интервентов. Литовцы до Вологды дошли. Я думал, они Псковом и Великим Новгородом ограничивались. Они аж до Вологды доскакивали. Но опять же, 1612 годы. Это еще у нас феодальная раздробленность. Или уже нет? Это доступное жилье. Так. Это тонко. Мы оценили. Тут вот, видимо, вход. Ставишь палатку, и у тебя отличный фундамент. Ну, только фундамент. Ну и опять какой-то завиток. Опять же, завиток повторяет роспись из фанеры. Он есть на карте? Тоже на карте нет. Печаль.
грусть, тоска. Ладно, обходим тогда, давайте этот пруд. Пруди. И вокруг пруда сейчас сделаем круг. И выйдем на набережную Волги. Волги, да что я опять Волги говорю? Вологды. Река Вологда. Приятные лавочки. Деревянные тоже. Сюда можно посидеть. Да, шутка про доступное жилье зашла. Ой, запах шашлыка. Ой. На 1 мая надо всегда шашлык. Но если уж не на 1, тогда уж на 9 мая, на те праздники, на следующие, вторые. Обязательно майский сезон открывать шашлыками. Это великая русская традиция, древняя. В СПБ солнышко, но прохладно, +8. Но вот в Вологде абсолютно такая же погода, как в Вологде сейчас. Знаете, как будто и не уезжал. Я вот еще раз повторюсь, я когда сюда ехал, я думал, что будет теплее, чем в Питере. Потому что все-таки здесь как-то климат постабильней, нежели Петербург. Так, тут какая-то ладья стоит. Сейчас прочитаем, что тут пишет. Николай, нет, ненадолго, буквально на пару дней я здесь сюда приехал. Так, Великий Новгород, Вологда, Тверь, Тихвин, Ивангород, Тотьма, Псков, Торжок, Смоленск, Кингисепп, Великий Устюг, Белозерск, Калининград. 1267-2018 годы. Видимо, к празднованию одного из дней рождений Вологды. Так, жена мне подсказывает на Ленинградскую улицу. Сейчас пойдем. Так, стоп. За всех, у кого сейчас солнце, и за Романа порадуюсь. Я еле дома из магазина доплыла, до дома из магазина. Так, познакомилась с хохлаткой в сети. Познавательная прогулка. Вологодский парк нравится. Но это не парк, это, ну, или парк при Вологодском Кремле. Я так это назову. Так, здесь у нас что? День Победы. Туда-сюда. Какой-то опять график мероприятий в Вологде, в парках Вологды. Ну, наверное, можно... Так. Ну начиная с 8 мая, 9 и 10. И тут все мероприятия, которые в городе запланированы. Так, ладно, идем. Что, вот по этой улице прямо? Вот направо, если ты хочешь в Бродика пойти. Да. По этой. Ну окей. Вход в парк Кремлевский сад называется этот парк. Видимо, выполнен в советские годы. Тут у нас спортивная женщина, справа спортивный мужчина. Все в майках и трусах, слава богу, не поддерживают греков с их античной наготой. Почему мы сюда на Ленинградскую улицу-то выходим? Здесь виднеются очень красивые деревянные дома. Ну, очень не очень, конечно, судить вам, что это у нас дом Засецких, деревянный особняк. А какого годика дом Засецких? Это старейший из сохранившихся в Вологде деревянных особняков. Он был построен в конце 18 века. Принадлежал местному краеведу, дворянину Алексею Александровичу Засецкому. Дом выполнен в стиле классицизма и имеет мезонит и четырехколончатый портик. Ну, собственно, видим, да? Все деревянное. В настоящее время дом находится на реставрации, но посетители могут посмотреть его снаружи. Да, сейчас подойдем к заборчику, тут написано.
Итак, ничего себе, конец 18 века. То есть он еще весь 19 век простоял, 20 век. То есть это что, этому деревянному дому более 200 лет. Но, скорее всего, он все-таки как-то перестраивался за все это время. На заборе здесь у нас 1780-е годы, дом Засецких, старейший сохранившийся деревянный особняк в Вологде. Первое упоминание 1780-е годы. Окей, не наврал нам Яндекс. Оп, чуть не обошел, да? Так, еще раз один информационный стенд 23-го года. Список всех владельцев, ничего себе. В данных случаях я могу обозвать, что дом проститутка. Шутка, друзья, не это. Не кидать меня тапками. Ну, вы сами посмотрите, ну сколько здесь. Построен одним, продан другому. И пошло-поехало. Ну, незавидная судьба. Конечно, каждый хозяин наверняка что-то свое привносил, переделывал. Что поделать? А дальше у нас что-нибудь есть? Дальше у нас интересное. идет Вологда лесхоз. Вологда лесхоз. Мгм. Если будет мир забытых вещей, музей старинных вещей. Так, сегодня в гости не предлагаю зайти. Завтра только с 12 до... А вы в гости-то куда зовете? В Москве по прогнозу дожди. Секрет Дэн. В гости куда зайти? Так, адрес. Так, Инна, снег, спасибо, но вряд ли как раз нам от вас придет. Это вы про дождь между собой. Красота. Дом с низкой соцками, да, как говорится. Лесхоз-то где? Вот этот зеленый или? Ну, видимо, да. Или как мы проходим мимо чего? Да, это Вологда лесхоз. Вологда лесхоз. Ну, Вот у нас что Архангельская область, что Вологодская славится своим лесом из бревен. Очень много строится домов деревянных. Вологодский музей-заповедник «Мир забытых вещей». Это вот в этот дом? Мгм. «Мир забытых вещей». Интересно. О, и там дальше опять какие-то белокаменные. Но мы сейчас дойдем до туда. Обязательно прогуляемся и там. Так. Так, у меня, возможно, сейчас еще брат сюда подъедет. Музей «Мир забытых вещей». Ну, ты отправь ему геометку, где мы, и все. У меня брат живет здесь, в Вологде. Не знаю, может быть, он сейчас подъедет. Не знаю, будет ли он тут что-нибудь вещать на камеру, но, возможно, что-нибудь у него получится. Дом актера имени народного артиста России Семенова. Опять очередной музей. Резного палисада что-то я тут не вижу особо. Но зато есть афиша на май. Посмотрим, что за культурная жизнь здесь кипит. 4. Как приручить тень. 8. Зернышки. Как цыпленок голос искал. Красная шапочка, серый волк, космос, краски. Потому что весело. И улитка. О. Курва-бобр. О, Вологда, я пердоли, говорит наш польский друг. Спасибо за донат. Снеговик, мы в Вологде. Снеговик. Мы в Вологде. Справа вот у нас там завалом Вологодский Кремль. Прямо у нас река Вологда. Улица, я уже путаюсь, по-моему, Ленинградская. Сильно, видите, по городу-то не похожу, не повожу. Опять же, я еще раз говорю, кто только что подключился. А если вы только что подключились, то вы на канале «Откройте Питер», прогулки по Санкт-Петербургу. И мы гуляем не только по Питеру, но и около Петербурга. Ну, вот так вот у нас получилось, что Вологда тоже около. И литовцы сами до Вологды доходили. Поэтому все рядом, все близко. Меня зовут Роман. Мы сегодня в исторической части гуляем около Кремля.
Саму Вологду, сам город не покажу, покажу зато реку Вологду. Я сам здесь первый раз. Особо ничего толком-то и не расскажу, вам только лишь покажу. Сейчас дождемся, жена догонит, скажет, брат подъедет или нет. Здесь вот Вологодский променад получается. Люди выгуливают себя и, видимо, приезжих родственников. Чё говорит? Через полчаса приеду в Кремлевский. Оп, клещ, Валерий. Спасибо. Так, возможно, наш польский друг это и есть клещ Валерий. А может быть, нет. Ну, может быть, через полчаса-то мы уже и все, а может быть и нет. Ну, в общем, что, он подъедет и... Ну, ладно, окей. Памятник. Дверь в Вологду. Опять же, с каким-то резным палисадом. Единственный мне знакомый памятник с дверью в Петербурге — это памятник Довлатову, где он из-за двери тоже выглядывает на улицу Рубинштейна. Так, ну я думаю, как-нибудь сейчас кругаля дадим. Можно сейчас через преподобного Герасима обратно через дом в Караулово. Вот здесь вот. Сувенирной лавкой. И вот. И вот тут что-то какая-то достопримечательность, и надо потом до этого первого фонаря дойти. Ой, до первого фонаря вообще далеко. Да? Не буду идти. Ну, клуб Валерий. Валерий. Ну мы сейчас Александр, Алексей, точнее, мы сейчас всех раскусим, да? Так, здесь что-то похоже на фонтан, но не фонтанирует. Кстати, в Петербурге фонтаны уже открылись. Еще 26 апреля было торжественное открытие фонтанов в Петергофе, так что на фонтаны можно уже приезжать. Ну вот это трещат, это дрозды как раз. Так, здесь какая-то еще одна фигура, какой-то еще один памятник, очередной преподобный. Не, Рубинштейн, я про Питер вам говорю. Тут я не знаю. Так, лето 6655 по Григорианскому календарю 1147. Август. В 19-й день прииди преподобный Герасим на Вологду, на Великий лес, на Средний посад Воскресения Христова. Ленивые площадки Малого Торжку. Ну, торжок, я так понимаю, это торгище. От слова торговать, отсюда и торжок. Там дальше по набережной есть Вологодское городище, место, где по преданию была основана Вологда. Но идемте тогда к месту, где была по преданию основана Вологда. Я даже вижу, вот там что-то белое, какая-то стелла и группа экскурсантов. Ну, дойдем тогда. Алексей, нет, про Рубинштейна это я про дверь. Просто здесь памятник такой, фигура дверь в Вологду. Вот я и говорю, что единственный памятник, который я припомню в Питере с дверью, это памятник Довлатову на улице Рубинштейна. Не более. Интересные, кстати, вот тут дома. Очень похоже, что как будто бы первый этаж каменный, второй деревянный. Тоже такая традиция, которую я впервые, кстати, увидел в Екатеринбурге. Если кто-то есть у нас из Екатеринбурга, пишите приветы, ставьте плюсики в чат. Что ты тут по туристической идешь? Где мы? Иди по исторической. Исторической. Смотрите, тут у нас есть брусчатка современная, и есть какая-то более-менее такая, как будто бы историчная. Вот буду идти спотыкаться.
справа река Вологда, напоминаю, ну и сам себе. Ну, слушай, по качеству этого камня, как будто тоже такое осовремененное. Ох, красивый дом пятистенок, но без двора. Видите, как бы еще есть стена внутри. Но дом современный. Вижу, что цилиндрованный круглый лес, калиброванный. Ну, больше 25 сантиметров в комеле. Лагает и нет, говорят. Так, вообще вечером красиво прогуляйтесь по набережной, к писающей собачке сходите. Ну вот вы про писающую собачку, это та, которая, где памятник, да, памятник, фонарь первый. Мы дойдем, сегодня дойдем до туда. Не переживайте. Все тут в Вологде ведут трезвый образ жизни. Кто не в курсе, то и кто недавно на стриме, кто вначале не был, местный губернатор экспериментирует и ввел запрет на продажу алкоголя в праздничные дни, и в будни разрешено только с 12 до 2 дня продавать. 2 часа в день. Соответственно, развивается теневая экономика, черный рынок, завышенные цены у таксистов и вот это все. Что, мы у места, где по преданию Вологда была. Конкретно это 800 лет Вологде. Так, а место, где Ну, не здесь? будто чуть-чуть за ним, а может и это. Ну вот тут какая-то есть пояснительная записка. На площади Революции, если не были, а еще представьте, что в зелени все будет. Ну, мы это и представляем. Но какой же интересный город, красота. У меня ничего не лагает с ноутбука. Инна, спасибо. Ну, в принципе, тоже у меня сейчас жена контролирует трансляцию. У нее тоже ничего не лагает. Так, городище. Место основания города Вологды. 12-15 века. Объект культурного назначения, федерального значения. Значения. Ну, в общем, окей. Наследие, культурного наследия. Итак, стелла в память о 800-летия Вологды. Дык-дык-дык-дык-дык. Это еще установлено в 1947 году. А город у нас 1147. Как раз вот где тот старец в августе 19 дня прибыл. Вологодская гурмонь. Сейчас подойдем, послушаем. Дуб посажен 27 июня 65 года, 20 век. Первым секретарем Вологодского обкома КПСС. Конечно, рады за него, но не искренне, как говорится. Ну и вот здесь, видимо, место, где излюбленное место туристов, где все фотографируются. Слушайте, вид имеет. Вид имеет. Здание вот это белым, это у нас камнем выложено, набережная. Все. Нормально? Так, все-таки туда зайти.
до фонаря. Сильвер. Ну, а что нет? Интересно. Нет. Давай я подержу, и ты Сильвер всю. Ну давай, ну где встретимся, там и это. Негасимый свет. Так, вот если мы сейчас туда вот пойдем, Да, нормально. нормально? Московский Игорь играет, да. Московский окон, негасимый свет. Улица Воровского. Пойдемте искать резной палисад. Как-нибудь да где-нибудь. Так, где-нибудь там, чтобы не сильно, опять же, нарушать правила дорожного движения. Пойдемте нападем на какую-нибудь зебру и по ней что-нибудь перейдем. Воровского это вот туда, когда, да? Мгм. Улица Воровского. Еще раз, кто не расслышал. Слева улица Бурмагина. Вот это? Да. Бурмагиных. Вообще не похоже. Ну. Опачки. А кто колонку когда-нибудь, в смысле, ну, когда-нибудь-то понятно видели? Как давно вы видели колонку в городе? Пожалуйста, еще колонка-то и действующая. Ать! Здравствуйте, все. Помыл, попил и пошел дальше. Ну вот там какой-то виднеется собор и колокольня. Видимо, разрушенная в советские годы. Это церковь Николы Золотые Кресты. Крестов, как видите, уже нет. К сожалению, возможно, когда-нибудь уже и отреставрируют. Приведут в первоначальное состояние. И будет неплохо. А он куда подъедет? Ага. Ну, сейчас туда мимо там пока идем. Хола. Думалось мне, что мы тут встретим резные палисады, но я вот пока вижу только вот слева кирпичный дом, ну, справа дом без палисадов. Ой, что-то оступился. Ну, какой-то музейная история, вот этот желтенький домик небольшой. Так, перебегу, скажу вам. Я сейчас вернусь, нет, не иди за мной. Так, прочитаем, что это за дом. Так, в селе, где жила моя бабушка Клавдия Дмитриевна, много таких колонок. Вот видите, еще сохранились. А здесь дом Дмитриевских, объект культурного наследия федерального значения, 19 век. Окей. Здесь, смотрите, резной палисад еще сохранился. Ну, опять же, не ахти какой, но имеет место быть. Кому вот интересно, как вся эта история выглядит, вот с резными историями окошки присутствуют. Окей, и вот дом, кстати. Пожалуйте. Так, уютный городишко. Вологда очень красивый город, очень приятно тут находиться, красивые домики. Самобытный городок, интересный, уютный. География расширяется, тихий провинциальный городок. Иногда полезно для сравнения побывать. Согласен. Какие, блин, тут прям вот тут, и вот там. Красивечно. Возможно, новодел, но новодел поддерживает традицию, и это я вижу только плюс в этом. Если вот поехать куда-нибудь в ближайшую деревушку, недалеко от Вологды, что я постараюсь завтра, кстати, сделать. Тут уж, наверное, не получится со стримом мне пойти. Ну, там, как пойдет. Может быть, и со стримом пройдем. Не знаю. Не знаю, посмотрим. Может, завтра стрим будет. Как пойдет.
Да, вот, кстати, каменный первый этаж и деревянный второй этаж. Опять же, с резными палисадами. Сейчас мы тут разворачиваемся и этой улочкой дойдем обратно в сторону Кремля. Так, резные наличники. Резной палисад, мы же про палисад это мы все про забор. Да, но я почему-то резным палисадом, и в том числе считаю и наличники резные. Резных заборов я здесь вообще в Вологде пока не видел. Если вы палисадом считаете заборы. Да, до Вологды, Евгения, я ехал поездом, да. Ой, лошадка. Уф, как она пахнет. Опачки. Они заминировали. Видите? Лошадка заминировала тут все. И спокойно пошла дальше. Ладно, не буду вам это показывать. Ну вот смотрите, опять же, вот можно это считать резным палисадом или так себе. Но зато резные наличники, елки-палки, да? Ну, мое почтение. О, здесь что? Пожарная часть номер 4. Пожарная часть номер 4. Не знаю, каких это годов, но пусть будет. Так, а если вот туда правее, там какая-то... Мы сейчас туда правее идем. Ага. Плюс вот непонятный дом. То ли жилой, то ли не жилой. То ли заброшка. Ну, окна вроде не выбиты, но первый этаж заколочен. Странно. О, вот, смотрите, впереди у нас тот самый резной палисад, видимо. Это дом Караулова, это не видно. А забор-то? Ну ладно. Дом Караулова, центр ремесел, выставочные пространства, экскурсии, мастер-классы. Оп. Все фотографируются. Not bad, not bad. Иди, Машуля, нас сфотографируй. Дом Караулова. Опять же, давайте приближим. Насколько это все резная история деревянная. Окошки, наличники. Так, все, жена руководит, жена говорит идти туда. Пойдем туда. Не то чтобы я предлагала присоединиться к экскурсионной группе, Но у нас тоже такой план был. мы можем сесть к экскурсионной группе на хвост и невзначай подслушивать и впитывать информацию на халяву. Что за церковь, собор, храм впереди у нас? Варлаама Хутынского. Варлаама. Хутынского или Хутынского. Варлаама Хутынского. Вот это вот резной палисад. Друзья, хотели резного палисада? Вот, пожалуйста, имеем. Их тоже есть у меня, как говорится, храм. Вот, даже тут есть табличечка, есть аудиогид, QR-код. Отсканировать, послушать можно. Так, не влезает в кадр. Хоп. Теперь влезает. Так, что мы пишем? Да, это резной палисад. Здравствуйте, Романа. 14 привет. Неожиданный стрим у вас по четвергу. И даже не в Питере. Зато приятной удачной прогулки. Добрый день, добрый. Да, представляете, насколько это долго и
Ну, не знаю, насколько кропотливо, но это же надо, чтобы все было повторяемо. Да. Так, интересно, чем люди в Вологде занимаются, где работают, наверное, релаксируют, думая о вечности. Ну, давайте у вологжан и спросим. У нас в чате есть жители Вологды. Здесь у нас что? Резной палисад как раз называется. Лавка народных промыслов, выставки, мастер-классы, экскурсии. Ремесло, центр народного творчества. Давайте зайдем вовнутри и поглазеем. Не знаю, как получится. Кстати, даже можно здесь попробовать покачаться на качели. Все доступно, открыто. Ох ты. Ну тут что-то, какие-то кованые истории, видите. Тут не знаю, кто чем занимается, но... Резной-то резной, что-то. Интересно что-нибудь внутри? Там много людей вроде, интересные вещички. 100 рублей вход на выставку. На сувениры бесплатно. Ну есть заходить смысл? Но я позашла. Давайте зайдем. Так, что мы пишем, что мы пишем. Как здорово, что вы решили сделать стрим в Вологде, церковь Валаама Хутынского. Я читала про этот храм. Если мы как-то кругом пойдем, мы куда-то выйдем там или... Сейчас мы по карте сверимся. Так, по Хутынского. Вот так вот раз. И мы к миру забытых вещей как раз вырулим. Да, наверное. Обойдем, кстати, церковь. Сейчас зайдем сюда. Опачки. Ну, давайте, выбегаем. Ой. Спасибо. Что-то узковато, да? Ать. Все, можно? Ать. Ух ты, бог ты. Так, короче, сразу. Не то чтобы сильно вологодские кружева, но больше похоже на машинную вязку. Вот какой комод. Шикардосный комод. Деревянный. Есть иконы старые. Часы с боем. Боже. Какие кресла. Мать моя, совы и чемоданы. Ой, извините. Оп, вернулась в горизонт. Оп, что мы имеем? Кто любитель деревянной истории, тут могла быть погремушка. Туда горох можно насыпать и трясти. Шаркунки такие бывают. Птицы. Тут дергаешь, и она начинает крыльями махать. Хоть. 8000, пожалуйста. Все удовольствия. Если бы я сейчас оторвал. Досочки, лопаточки. Деревянные туеса. Козы. Еще всякие берестяные штучки. Вот конь 700 рублей. Трудное детство, деревянные игрушки. Конь на колесиках 10 тысяч. Безобразов автор. Из кедра. Конь из кедра, если что. Что-то из березы. Медведь. Ух ты, класс. Еще и лапами машет. Так, кружева вологодские продолжаются.
Сколько вязаная скатерть стоит? А тут я не знаю. Я тут ценника не видел на вязаные скатерти. А вот такие вязаные скатерти, они вообще продаются? Вот там у зеркала. Опа. Сейчас узнаем. Извините, пожалуйста, можно я? Вот какие-то скатережки есть. Вот 8000. Хризантемы, например. Павлухина выполнила. Ну тут что-то еще. Вот 25. Пожалуйста. Дорожки есть, еще что-то. Скатерожки. Не знаю, что это. На что похоже больше, но 7000, например. Да. Ну вот этот вот 8500, например. Еще одна крылатая. Хоть. 8500. Снежинка.